Всем привет! Вы смотрите Флагман Шоп, и с вами рубрика F-новинки. И сегодня мы рассмотрим новую серию удилищ от компании Флагман. Это спиннинги Арбион. А кого заинтересовал данный товар? Ссылка на интернет-магазин. Арбион – это линейка удилищ, разработанных специально для джига. На сегодняшний день в линейке есть 3 удилища, разных по мощности, начиная от лайта до медиума. По своему строю можно сказать, что это рокфишевый типаж удилищ. Бланки удилищ очень легкие, жесткие, стройные, при этом сухие. Также стоит отметить, что удилища не камлистые, но при этом обладают отличным быстрым строем. Здесь жесткий комель удилища, жесткая середина бланка и уже живая вершинка. Главной идеей, заложенной в линейку этих удилищ, было создать спиннинг по приемлемой цене, но на дорогом качественном бланке. Поэтому здесь установлена высококачественная фурнитура китайского производства. Это китайские колечки и катушка-держатель. Но при этом мы используем отличный бланк, который звонкий, сухой, чувствительный. В итоге получилось отличное сочетание. За очень приемлемую, можно сказать, бюджетную цену мы имеем отличный инструмент, который отлично справляется со всеми поставленными задачами на рыбалке. Ручка удилища выполнена из Ева с верхней гайкой катушка-держателя. На самом деле такая рукоятка очень удобна, спиннинг хорошо сидит в руке. Для любителей положить палец на бланк или под бланк такая рукоятка не создает никаких помех. Ручка здесь длинноватая, для того, чтобы можно было удобно ловить на джиг и выполнять сильный дальний двуручный заброс. При этом рукоятка не достает до локтевого сустава. Такая длина рукояти для джигового удилища, я думаю, самая оптимальная. Самое младшее удилище в серии в длине 2,21 с тестом 3,15. Это отличное удилище в первую очередь для джига, которое хорошо подойдет для ловли щуки, окуня и судака на микроджиг и легкий джиг. Можно сказать, что удочка от 5 грамм уже работает просто отлично. Удилище достаточно деликатное, поэтому по низам уже хорошо начинает работать от 4-5 грамм. А при использовании тонкого шнура, конечно же, ей можно ловить и на 3 грамма. Но это все-таки лайт, поэтому в среднем тесте примерно от 5 до 10 грамм будет максимально комфортная работа этого удилища. По верхам можно бросать 12 грамм плюс приманка 3-4 дюйма. Это силовой заброс. С этим удилище справляется без проблем. Также спиннинг хорошо подойдет помимо джига и для ловли на небольшие воблеры в пределах теста. Это твитчинг небольших миннов, ловля на кренки и топ-вотеры. Также удилище за счет длины и строя хорошо подойдет для ловли на железо. Это проводка вертушек и колебалок. Следующее удилище в серии у нас помощнее, с тестом 5,25 и в длине 2,29. Можно сказать, что это отличный универсал, который также подойдет для ловли на джиг, но при этом за счет длины им удобно твичить различные воблеры. Спиннинг достаточно деликатный, поэтому по верхнему тесту его также особо перегружать не стоит. То же касается и твичинга воблеров, что упористые воблера до 20 грамм спиннинг продернет отлично. А для воблеров более упористых, более тяжелых все-таки нужен спиннинг помощнее. Но в первую очередь удилище отлично подходит для джига в пределах теста. Это может быть лодочный джиг на водохранилищах с грузами там грамм 20-22 плюс приманка. Но в первую очередь удилище отлично подходит именно для ловли на джиг в пределах теста. Это может быть ловля щуки на крупный силикон с небольшими легкими головками, там 5, 8, 10 грамм, но при этом приманка у нас по размеру может быть 4, 5 или 6 дюймов. Либо же ловля судака на джиг на крупных реках, на водохранилищах, когда мы уже используем груза там 20-22 грамма. В своем тесте удилище также, можно сказать, достаточно деликатное, поэтому по низам начинает работать уже грамм от 7 плюс приманка. Но по верхам также перегружать его не стоит, поэтому, как я уже сказал, это джиг там груз 20-22 грамма плюс приманки там 3-4 дюйма. Следующее удилище в серии у нас в длине 2,51 с тестом 6,26.
Конечно, за счет длины таким спиннингом уже не очень удобно твитчить воблеры, но зато открываются совсем другие преимущества. В первую очередь спиннинг отлично подходит для ловли на джиг с берега. Также это может быть ловля жереха на тяжелые блесна и пилькеры. За счет длины спиннинг отлично нагружается и бросает приманку на очень далекие расстояния. Ну и, конечно, это джиг с лодки на водохранилищах и больших реках в пределах теста. По низам спиннинг начинает работать также уже от 7-8 грамм. Ну и по верху не стоит его особо перегружать, поэтому это могут быть груза 23-24 грамма плюс приманка. Конечно, это будет перегруз на несколько грамм, но для этих удилищ это не критично. В целом, это получилась очень удачная линейка удилищ, которые подойдут для ловли на джиг и не только. Так как эти удилища тубуларные, они подойдут для различных водоемов, для любых типов приманок. Благодаря дорогому бланку и тому, что мы немного сэкономили на фурнитуре, для того, чтобы для покупателей цена была очень приятная, удилище получилось отличным. Спиннинг в руках ощущается очень легким, сухим и чувствительным. Поэтому, если вы в поисках отличного удилища для джига, рекомендую обратить свое внимание на спиннинги Arbion. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. С вами был Павел, Флагман Шоп. Всем пока, до встречи на воде.